Я хочу рассказать, что такое остеохондроз не по медицинским понятиям, а так, как есть на самом деле, насколько я с этим смог разобраться. Как с ним жить, не ходя клюкой, а бегать, прыгать, таскать грузы, ну и работать без ограничений. Остеохондроз останется, но вы будете жить полноценной жизнью, как бы без его последствий. Для этого придется регулярно кое-что делать, но это того стоит. Остеохондроз официально это дистрофическое перерождение костей и хрящей позвоночного столба. Но вы сами можете убедиться, что это не причина, а одно из следствий. Остеохондроз, остеоартрит или там как-то еще. На самом деле это вот такое зернышко, возникающее на кости рядом с центральными нервами. Такое ощущение, что это концентратор боли. Боль, заключенная вот в это зернышко. Почему организм это делает, я не знаю, но догадываюсь. Как только это зернышко возникло в определенном месте, мышцы вокруг него начинают спазмировать до такой степени, что при ощупывании мы чувствуем что-то вроде шишки или хряща, или даже какой-то кости, которая связывает и скрепляет позвонки, фиксируя в одном положении, деформирует их и передавливает нервы. А нервы эти идут во внутренние органы, в голову, в плечи, в руки, в ноги. В течение где-то примерно года я нащупывал вместо 3 поясничных позвонков одну цельную кость. А когда я полез доставать коробку из машины, позвонки сказали «хрусть», встали вот таким образом, и все, обратно уже не вернулись. Спиной мозг передавило, и я потом полгода ходил клюкой, как 80-летняя бабушка. А потом мне повезло, что я случайно начал разминать камнем эту якобы кость. Что произошло дальше? Эта кость стала мягкой, как кусок сала, и горела огнем так, что текли слезы при небольшом нажиме. Но эта боль не была такой страшной, простреливающей, спину отпустила. Позвонки сами начали возвращаться на свои места, и через какое-то время все вернулось в свое изначальное состояние. При этом позвоночник перестал хрустеть вообще, хрустеть стало нечему. В течение нескольких лет до этого я перепробовал почти все. Прогревание, банки, натирание волшебными мазями, электротерапию, массаж. Но все это можно было отнести к разряду облегчения страданий. Был период времени, когда я занимался спортом по 5-6 часов в день, но остеохондроз этот абсолютно независимо нарастал, простреливал, потом меня кололи, отпускал, и я снова продолжал заниматься спортом. Через месяц-полтора все повторялось. И опять до прострела и так далее. Друзья в бане после разминания скручивали позвоночник, срывали позвонки. Чем громче, тем считается лучше. Это вполне медицинский подход, его можно видеть повсеместно. Вот что при этом происходит. Позвонки скованы, идет срыв межпозвоночных соединений. Суставной хрящ крошится, и в итоге позвонки получают травму, которую организм потом долго-долго пытается залечить. А потом это все можно назвать как дистрофическое перерождение костей, хрящей, потеря смазки и там все что угодно. То есть, когда там все разрушено, деформировано и воспалено. Но это происходит в любом случае, рано или поздно человек все равно двигается даже во время сна. Медики еще предлагали вводить в межпозвоночное пространство какой-то пчелиный яд, но я как-то благоразумно отказался. Очевидно, что вот одна такая болезнь, как остеохондроз, дает целый спектр симптомов болезни буквально по всему организму. В общем, лечить не перелечить, это же какое подспорье для индустрии? Кто ж от такого откажется-то? Где возникают эти маленькие болючие зернышки? Насколько я исследовал организм, они садятся, в первую очередь вдоль позвоночника. На каком позвонке сели, там и передавили спазмом нервы. Если на пояснице, то в остром состоянии простреливает поясницу, в неостром состоянии болят почки, внутренности, низ живота, такая тянущая объемная боль. Желудок. Сам я страдал болями в желудке и альмагиль пил годами просто. Выше легкие. Резь доходила до того, что вздохнуть было нельзя. А еще выше сердце. Даже вот сейчас иногда не сразу соображаю, что нужно размять спазм. Кажется, допрыгался, вот тебе инфаркт. Потом доходит, начинаю разминать, через полчаса уже не намека на сердечную там боль. Эта вся боль перетекает в эту размятую шишку. Наверняка после нескольких лет такого пережатия нерва сердца запас прочности должен кончиться и инфаркт должен быть обеспечен. Люди, как правило, не разбираются, идут лечить сердце в больницу. А медики знать не знают, полный рост торгуют лекарствами, процедурят, типа лечат. Выше отнимаются руки. Потом еще выше предплечье, прострел шеи. А если эта болючая точка села на уровне горла, то кашляешь так, что хочется выкашлять трахею или легкие. В основании черепа боли в разных частях головы.
Ну, слева, справа, это в зависимости от того, какие нервы пережаты. Шум в ушах, резь в глазах, и эти боли бывают годами. Жизнь в таком состоянии просто страшная. Если посмотреть вниз, то на крестце зерна располагаются от позвоночника и вдоль, и бывают по несколько штук к ряду. В этом случае отнимается нога, болеть может колено, и икра, и стопа, смотря как нерв пережат. То есть болючее зернышко может сесть где угодно, где есть кость и главный нерв. Например, когда у меня начинало ломить кисти, причем кисти обеих рук, я не сразу сообразил, а потом нащупал несколько этих зерен в основании пальцев. Вот тут, вот тут, вот тут. Начал давить вот таким вот образом. Можно давить просто пальцем, но лучше взять какую-нибудь палочку и точно надавить в это зернышко. Это очень болезненно, но терпеть можно, как только размял. Вот эта нестерпимая ломота при каждом движении прошла. Руки стали двигаться, все нормально. Основное правило этих зерен в том, что они всегда возникают наружу, то есть всегда доступны, и это очень радует. Вначале разминается мышечный спазм, вот эта шишка, которая располагается над ней. А потом уже, когда появился доступ, надавливается само зернышко. Это точное нажатие должно быть. Давить можно чем угодно подходящим, например, ну вот этим. Или вот этим. Вообще, что под руку попадет, главное, чтобы оно не выскальзывало из-под спины, и можно было точно давить в эту шишку. А потом, когда она размята в зернышко, я использую пару вот этих массажеров. Вот этим удобно давить шишки у позвонка, а этим вот шею. Коротким достать туда трудно, потому что шея она изгиб. Давление не нужно делать сильным. Все дело в продолжительности. Бывает, когда застарелая шишка, то есть спазм над зернышком, разминается в первый раз, это не больно. То есть вообще непонятно, зачем я давлю в позвоночник там или в кость. А боль наступает через несколько минут и может быть такой сильной, что слезы катятся, если ее трогать. Если не трогать, не болит. Поэтому дальнейшее разминание и нужно растягивать во времени слабым давлением. Например, глядя фильм, там, лежа на диване. В любом случае, за раз не следует давить дольше 5 или 10 минут. Почему? Объясню попозже. У меня был такой оригинальный случай на кисти руки. Спазм был вот тут. Но поскольку я работаю на компьютере, вожу рукой мышку. Как только я его не разминал, он уменьшался, но не проходил. Потом снова нарастал. И только через несколько месяцев я обнаружил, что вот это болючее зернышко оказалось вот тут. Вообще на другой стороне сустава. И как только я его обнаружил и надавил, размял, этот спазм прошел без следа. Меня это слегка шокировало, поскольку я уже подтвердил для себя правило, что спазм всегда должен находиться над этим зернышком. А тут было вот так. Вот здесь зернышко, тут спазм. Этот остеоартроз якобы, то есть болючее зернышко, я находил под коленной чашечкой, на стопе, под лопаткой. Все это дико болело, пока не размять. Ну и даже вот тут на черепе. Голова болела, не пересказать как. Когда я ее размял, эта твердая здоровая шишка стала словно кусок жира. Дал подержаться жене, та была в шоке. И главное, это не были мышцы, там их просто нет. А после того, как я вот добрался до этого зернышка, этот якобы жировик рассосался. Как вообще обнаружить, где находится эта шишка-спазм? Все предельно просто. Нужно сосредоточить внимание на том месте, где боль, и провести горизонтальную линию от нее к позвоночнику. Ощупать пальцами позвонки, найти артефакт в виде шишки слева или справа позвонка. Нажать пальцем. Некоторое время давить. Если это то, что мы ищем, то шишка разболится либо сразу, либо через несколько минут. Выпирающий или просаженный позвонок – это также признак спазма. А поначалу я делал совсем просто. Давил по несколько секунд каждый позвонок слева и справа. Разболелось тут, тут, тут. Вот тебе результат. Работаю с этими точками. Сейчас я эти точки просто знаю наизусть. Мне говорят, шею прострелило. Я тычу пальцем, и мне говорят, ой, округляют глаза, но, как правило, говорят, не трожь, ты не доктор, иди отсюда. Таким пальцем, скажу я вам, людей можно запугивать, если знать, куда тыкать. Очень редкий массажист знает, что из себя представляет этот хондроз-артроз и не голосит в пику медицине, а тихонечко лечит и лечит. Я таких знаю. Но нарваться на такого практически нереально, не тешьте себя иллюзиями. В вашем желании разобраться с остеохондрозом, прежде чем налегать на позвонки, вы должны быть уверены, что у вас не межпозвоночная грыжа, хрупкие кости или что-нибудь такое патологическое.
Я несколько раз сталкивался с тем, что вроде у человека банальный остеохондроз. Прощупываю позвоночник, а там признаков нет и давить там нечего. В этом случае нужно искать другие причины. Ну, обратитесь что ли к доктору. Ну, хотя бы направление там, поймете, куда идти. А теперь новость плохая. Выяснилось, что каждое потревоженное болючее зернышко не исчезает из организма, а буквально перетекает в другое место, не менее важное. Отдавил шишку с крестца, ногу отпустила, почки, печень не ноют, а через день-два вот такенный шишак в основании черепа. Результат – обширная головная боль. Выдавил там, шишка появилась ниже, боль в легком, и вот такая игра в крестики-нолики по всему организму. Выиграть в них невозможно. Вот именно поэтому у меня такой великий опыт и образовался, что я годами гонял их по всему организму, поочередно испытывая симптомы болезни то одного органа, то другого, и так все по очереди. Поэтому в дальнейшем, когда вы разберетесь с самыми проблемными точками, не следует давить зерно слишком долго. При основательном выдавливании она переселяется в полном объеме. Если давить не более 5-10 минут, то она частично останется, частично переселится, разобьется пополам или даже на 3 части. И тогда каждая эта шишка не спазмирует чрезмерно. То есть это способ равномерно разогнать по организму одно ядро. И все это можно уже терпеть без риска обострений. Способ, конечно, дурацкий, но почему бы и нет. И при этом все можно жить, как если бы позвоночник был здоров. В конце концов, всегда можно снять спазм и перекинуть его в другое место. Когда я рассказал об этом невропатологу, он решил было, что я шизофреник. Чем, собственно, и подорвал свой авторитет, а заодно и всей медицины. Ну, в моих глазах. Оказывается, вся эта мировая индустрия не удосужилась за десятки лет пощупать пальцами, что это такое. Единственное действенное лечение придумали — это диклофенак с амальгамой в задницу, и месяц передышки от болезни обеспечен. Очевидно было, что эти штуки из организма выйти не могут, поэтому их нужно каким-то образом выводить. Вначале были неудачи, но вот как-то я отпостился сразу 2 поста к ряду и уменьшил эту беду значительно, но на том уровне и закрепилось. Потом я бросил пить, результат был потрясающий. Бросил курить, перестал есть мясо, все это уменьшило количество болючих зерен буквально до 2-3 штук в организме. А раньше было 10-12 штук. Теперь я уверен, что окончательно избавиться от этого, как и от всех остальных болезней, можно, перейдя на сыроедение, войдя в гармонию с природой и проживая в ней. Ну а пока этого не сделано, дай ему шишки. Жить-то как-то надо. Думаю, следует упомянуть о том, что это болючее зерно еще имеет предпочтение, куда присесть, исходя из психологических проблем. Например, если человек обременен чрезмерной ответственностью, то в первую очередь оно будет селиться на уровне шейно-плечевых мышц. Если дела сердечные, на уровне сердца, и в итоге передавит именно его управляющий нерв. Непосильная ноша по жизни в поясницу и так далее. Насколько я вижу, люди эти могут болеть хоть с детства. Толстые, худые, пьющие, не пьющие, без разницы. И наоборот, некоторые не болеют остеохондрозом, несмотря ни на что. Но в больнице на медосмотре уже не спрашивают, есть ли у тебя остеохондроз в 40 лет, а спрашивают, как вы лечите остеохондроз, что говорит о том, что эта болезнь для нашей цивилизации системная. Один раз мне хватило ума ответить, что я с остеохондрозом разобрался и попытался объяснить как. В результате на меня кричали и доктора, и медсестры. Тогда я понял, что медицина — это тот же самый религиозный культ, а я пришел туда со своим уставом. Немного больше про остеохондроз в текстовом варианте вы можете узнать по ссылке, приведенной ниже в комментариях.